Всем огромный привет! Сегодня я хочу показать вам 5 рецептов вкусных домашних конфет. Все они очень простые, не отнимают много времени и продукты понадобятся тоже самые обычные. Для первого рецепта понадобится сухое молоко или самая обычная детская молочная смесь. Я взяла вот такую самую недорогую, здесь 350 грамм. В небольшой кастрюльке смешиваю 200 грамм сахара и 50 грамм какао. Какао, конечно, лучше брать хороший, от него напрямую будет зависеть вкус конфет. Добавляю 80 мл воды и хорошо перемешиваю, чтобы не осталось комочков. Ставлю кастрюльку на средний огонь и помешивая довожу смесь до кипения. Помешивать нужно постоянно, чтобы ничего не пригорело. Добавляю 50 грамм сливочного масла, снова довожу до кипения и снимаю с огня. Переливаю сразу в большую миску, в которой будет удобно все перемешивать, и оставляю немного остыть. А пока измельчаю в блендере 200 грамм орехов. Я взяла кешью, но вы можете взять любые другие орехи. Измельчаю не сильно, так чтобы частично получились крупные кусочки, частично мелкие. Можно просто сложить орехи в пакет и пройтись по нему скалкой. К шоколадной массе понемногу добавляю молочную смесь и хорошо вымешиваю. Затем добавляю орехи. Смесь получается достаточно плотной, и теперь можно формировать конфетки. Любой формы. Я делаю шарики. Готовые конфеты покрываю измельченными орехами. Я измельчила в блендере еще 100 грамм кешью в очень мелкую крошку. На пару часов убираю в холодильник и можно кушать. Из этого объема продуктов у меня получился килограмм очень вкусных конфет. Следующий рецепт будет с овсяными хлопьями. Я беру вот такие ясно-солнышко, не требующие варки. 200 грамм фиников хорошо мою и очищаю от косточек. Измельчаю в блендере 100 грамм овсяных хлопьев в мелкую крошку. Добавляю 80 грамм грецких орехов и снова измельчаю. Если сложить в блендер все сразу, хлопья не получится измельчить так мелко, поэтому все закладываю по очереди. Затем добавляю 20 грамм какао и снова перемешиваю. Теперь подготовленные финики. Вот такая слегка влажная смесь получается. Высыпаю в удобную миску и добавляю 2 столовые ложки жидкого меда. Хорошо перемешиваю. И сейчас можно проверить, как лепятся конфетки. Возьмите немного массы в руку и попробуйте слепить в комок. Если разваливается, добавьте еще немного меда. Мне хватило 2 ложек. Формирую конфетки. Можно воспользоваться силиконовыми формочками для льда или специальными для конфет. Я просто делаю шарики. Убираю их на полчаса в холодильник. Для глазури растапливаю на водяной бане или в микроволновке 100 грамм белого шоколада. Покрываю им конфеты и убираю в холодильник еще на 5-10 минут. Вот такие вот очень аппетитные конфетки получаются.
Следующий рецепт мой самый любимый. Измельчаю в крошку 100 грамм белого хлеба без корочек. Растапливаю в микроволновке 170 грамм темного шоколада и 100 грамм сливочного масла. Хорошо перемешиваю. Добавляю 50 грамм кокосовой стружки, 50 грамм сахарной пудры и хлебные крошки. Пока шоколад горячий, перемешивается очень легко. Убираю на несколько минут в холодильник, чтобы смесь немного затвердела. И можно формировать конфеты. Готовые конфеты ставлю в холодильник на 2-3 часа. По желанию можно присыпать их какао или сахарной пудрой. Следующий рецепт – домашняя Рафаэлло. Миндаль заливаю кипятком и оставляю на 10 минут. Затем промываю и заливаю холодной водой. После температурного шока пленочка снимается очень легко. Выкладываю орехи на бумажное полотенце, чтобы немного обсохли. Для крема слегка взбиваю 130 грамм сливочного масла. Добавляю к нему 100 грамм мягкого сливочного сыра. У меня вот такой, можно взять Филадельфию. Кстати, у меня на канале есть рецепт Филадельфии, ссылочку оставлю в описании. Затем вливаю 200 грамм сгущенки. Хорошо перемешиваю. И добавляю 250 грамм кокосовой стружки. Должна получиться масса достаточно плотная, чтобы можно было скатать шарик. Шарики делаю размером с Рафаэлло. Внутрь каждого шарика прячу орешек. И обваливаю в кокосовой стружке. Готовым конфетам даю постоять в холодильнике 2-3 часа. И последний рецепт – конфеты Баунти. Рецепт очень простой и быстрый. Смешиваю 160 грамм кокосовой стружки и 120 грамм сгущенки. И формирую конфеты. В микроволновке или на водяной бане растапливаю 100 грамм шоколада и покрываю конфеты. Ставлю в холодильник минут на 5, чтобы шоколад затвердел. И конфеты готовы. Вот такие разные вкусные конфеты можно приготовить дома. Попробуйте, надеюсь, вам понравится. Пишите свои отзывы и не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Пока-пока!